Привет, мои дорогие! У нас сейчас будет гадание, девочки. Что тебя ждет в любви сейчас? Вот на данный момент, когда вы открываете карту, вы себе предрекаете это ближайшее будущее и что ждет у вас именно в любви, в любовных отношениях, в кубковой вашей масти, девочки. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви в ближайшее время. Но я это еще и не гадаю на определенного какого-то мужчину, потому что, девочки, у вас есть мужчины, которых вы, может, и не замечаете, но которые испытывают любовь к вам. И дело в том, что мы сейчас будем смотреть, будут ли они проявляться в вашу сторону, что они будут от вас хотеть, как они будут проявлять эту любовь к вам. И тут будет смесь, девочки, смесь из гречки и риса, точнее, смесь из ваших мужчин, всех мастей. И мы через призму себя, вот сейчас у нас будет 4 варианта, это будете вы, мы гадаем сами на себя, сейчас не на определенного мужчину. И вы выбираете из 4 дам свою карту. И мы посмотрим, что тебя ждет в любви сейчас. Это и к новым мужчинам относится, и к старым, мои дорогие. Так что все может быть. И поэтому мы сейчас сделаем такой прогноз, как они будут влиять на вашу жизнь. С того момента, когда вы загадываете карту, будет считываться определенный период. У кого-то больше, у кого-то меньше, да? У кого-то что-то заканчивается, у кого-то что-то начинается. В общем, мы сейчас посмотрим, что тебя ждет в любви сейчас. Вот ты сейчас сидишь, гадаешь, а уже, может, кто-то о тебе думает, может, кто-то завтра хочет проявиться, да, может, кто-то подарочек хочет подарить, кто-то кольцо, девочки, да, а кто-то, может, уже тапки в пакет положил, чтобы уйти безвозвратно. Давайте глянем. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Это у нас такая самодиагностика. Дам по любви. Ну что, загадывайте. Сейчас думайте про себя. Что меня ждет в любви? Спросите, девочки, карты. И я вам расскажу. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Что тебя ждет в любви сейчас? О чем ты не подозреваешь? Да? Что вокруг тебя происходит? Первый вариант, девочки. Ну ничего себе. А вы в курсе, девочки, что у вас есть поклонник, на которого вы вообще не обращаете внимания? Есть мужчина, он как-то вам вообще как-то, ну, вы даже его и не рассматривали в плане того, что с ним можно встречаться или с ним можно строить какие-то отношения. И если вы об этом подумаете, да, вам ставит плохо в плане то, что подумают, да ну нафиг это, да ладно, ну только не он, зачем оно мне надо, да, девочки. У вас есть поклонник, он даже, может, и не проявлялся к вам, или проявлялся, да, но он, к чему я это говорю, что он прекрасно знает, что ему ничего не светит, что вы к нему не очень-то настроены и все такое, девочки. Это ваш бедняжка. Мне его даже жалко, с одной стороны. Но когда жалко, девочки, запоминаем. Мужчинам не даем, даже когда нам его жалко, да. Так что не обращайте, в принципе, на него особо внимания. Но, знаете, топчется возле вас все время. Топчется, вот прям. Он даже вот как-то по-своему хотел бы за вами ухаживать, либо он уже ухаживает за вами. Этот мужчина, знаете, пытается быть вам где-то полезным, смотрит на вас где-то, девочки, да, вздыхает, и очень это чувствуется. Но сейчас он, ну, никак не может к вам подойти, потому что он прекрасно знает, что будет отказ. А дело в том, что если бы он даже подошел, вы так сказали, да не надо, нет, нет, не говори мне ничего, просто свали, и все, девочки. В общем, какой-то такой у вас кавалер-ухажер есть, которого, который, вот знаете, у него безответка в вашу сторону. Ну что, мои роковые котики, видите вы какие? Мучается мужик из-за вас. Что тебя ждет в любви сейчас?
Восьмерка кубков выпала вам. Восьмерка кубков на самом деле очень даже и приятная карта, девочки. Вне зависимости от того, что нам тут как сигнификатор выпал ваш отвергнутый вами, да, или в будущем будет отвергнутый мужчина, либо уже отвергнутый, да. Но, знаете, он выпал именно этой самой первой картой, да. Это говорит о том, что, блин, он как-то очень близко к вам, понимаете? Он как-то очень близко к вашей жизни, к вашей душе, к вашей энергетике. Вот прям совсем близко. Но ничего он, в принципе, не поменяет в вашем отношении. Но, смотрите, так, семерочка кубковая выпала вам. Вы, это нежданчик, девочки. Это будет, вы пойдете куда-то, да, и встретите неожиданно какого-то мужчину. И дело в том, что я вам советую, да, быть в ближайшее время при параде. Ходите при параде, девочки, потому что вы встретите какого-то интересного мужчину. И это с тем, с которым у вас будут такие, знаете, взаимные чувства. Вы встретитесь глазами. Тут его можно даже удачу это схватить за хвост. Этот мужчина, с которым вы глазами неравнодушны. Знаете, вот такое бывает иногда. Вот смотришь на мужчину, да, на незнакомого где-то в толпе, и думаешь, боже, я с ним... Такое ощущение, что 100 лет знакомо. Боже, какой он красивый. Но вот именно так, знаете, глубоко, как любовь с первого взгляда заходит. И у вас будет такой взгляд. Будут такие взгляды, девочки. И часто мы теряемся, не знаем, как себя вести, отводим глаза, вздыхаем и идем дальше. Но такие мужчины запоминаются. У вас, девочки, есть такие? Были такие вздыхания? У меня были, я до сих пор даже помню. Это не шутки, мы ехали в маршрутке, боже мой, понимаете, мы не отрывали друг от друга взгляда, но все это продлилось буквально в течение одной остановки, потому что мне надо было на пары в универ. И, короче, я просрала свою большую любовь, да, я до сих пор это помню. Так что смотрите, девочки, будет прям любовная любовь взглядами. Ну, давайте еще посмотрим, что тебя ждет в любви сейчас. Пентакли у нас пошли. Блин, такое ощущение, что ты как хочешь пройти мимо. И знаешь, я поняла, почему тебе вот этот вот пожог выпал, да? Ты хочешь того, ты хочешь вот каких-то... Либо это отношения, либо это касается мужчин, да, которые как-то сейчас либо, ну, или не обращают на тебя внимания, да, или это не время с ними знакомиться. То есть ты смотришь даже, это касается знаков зодиака. Вот у меня, девочки, в одно время идут львы, в другое время близнецы. Где-то там просачиваются раки, понимаете, в очереди стоять. Ну, то есть, например, у меня в определенные периоды моей жизни тоже очень явно идут какие-то определенные знаки, да. И дело в том, что здесь вы смотрите уже далеко в будущее свое, да, это благодаря, может, даже какой-то любовной интуиции. Это не то, что вы знаете, чего вы хотите. Это вы стремитесь в любви к чему-то, чего у вас пока еще нету. И это либо все время такой перфекционизм, когда вы улучшаете или улучшаете все. Либо что-то, девочки, вот вы такое хотите, чего пока у вас нету в любви. А к чему вот этот ухажер? Он мне режет глаз, девочки, в вашем раскладе. Он такое ощущение, что он как-то будет влиять, либо проявляться в вашу сторону, либо что. Давайте посмотрим, что тебя ждет в любви сейчас. О, да, ничего себе скотина, девочки. Вот вам выпала реальная скотина. Мужчина безответных с вашей стороны чувств. То есть вы не обращаете внимания на этого мужчину, он неказист, вообще, наверное, не в вашем вкусе и все остальное, да. И он будет вам поставлять палки в колеса. Посмотрите, это может быть какой-то работник, либо рабочий, либо ваш коллега, либо сосед, девочки, кто-то рядом, кто, вот знаете, будет, вот вы чем-то занимаетесь, а он как специально будет пытаться вам вредить. Что тебя ждет сейчас?
А причем это, знаете, как раз-таки связано с его чувствами. Он к тебе чувствует свою эту неразделенную любовь. Но и эта любовь у него выходит, как говорится, боком. И тебе тоже его любовь выходит боком, потому что и правильно ты делаешь, что ты на него не обращаешь внимания, потому что сам по себе такой человек говнистый, да, и как раз-таки в твою сторону он эту говнистость и будет направлять. Так что, девочки, вот что ждет вас в ближайшее время? Первое, да, что объявится какой-то говнюк, который к вам давно неравнодушен, которого вы не замечаете, с которым никогда не захотите быть, да, это может даже какой-то бывший быть, либо, девочки, это вот какой-то, знаете, около, который вьется в вас, да, такое что-то, ну, вот тот человек, который вызывает у вас негативные эмоции, когда вы думаете, возможно ли с ним какие-то отношения. Так что вот этот говнюк будет к вам проявляться. Будут какие-то вот, ну, не сильные, но такие, знаете, шкода, да, э, шкодливые какие-то поступки в вашу сторону. Понимаете, чуть ли там это вот машину вам поцарапать, да, или принести какие-нибудь не очень хорошие новости. Вот кто к вам будет, я извиняюсь за выражение, доколупываться сейчас в ближайшее время из мужичков, девочки, вот это ваш тайный влюбленный, которого вы бы взяли за хвост и, знаете, и выкинули вообще с его-то предложениями. А второе, девочки, что вас ждет в ближайшее это время в любви, да, мы сейчас не касаемся именно ваших таких вот отношений, как они будут развиваться на определенного мужчину. Мы, девочки, смотрим вот, что еще в вашей жизни такого с любовью связанное может происходить в вашей жизни. А второе, что вот встретитесь взглядами с каким-то таким роковым мужчиной, который очень сильно там, знаете, вам подходит, да, чисто эмоционально и по энергетике, то есть как любовь с первого взгляда. Но не факт, что будут развиваться, девочки, ваши эти отношения. Тут надо прям, знаете, ждать неожиданность, да, и быть к ней готовой. Это тяжело, потому что как раз-таки эта неожиданность будет в тот самый момент, когда вы не особо этого ждете, да. И вместо того, чтобы подойти, улыбнуться, нежно посмотреть на мужчину с призывом и все остальное, вот есть еще такие группы, там, ищу тебя, да, то есть сегодня встретил девушку в желтом плаще, мы мило друг другу улыбнулись, но я спешил, типа, может, ты здесь где-нибудь найдешься, ну, может, у вас есть какие-то такие социальные паблики. Вот это из того разряда, да, когда вы будете жалеть, что вы как-то разошлись. Поэтому, да, вот это как-то неожиданно, к этой неожиданности будьте готовы, да, не смущайтесь, улыбнитесь мужчине, выдавите из себя привет. За привет еще никого не побили, да, еще это от привета дети не рождаются. Но попробуйте, девочки, не упустите момент. Будет такой вот момент запоминающимся мужчиной. Так что у вас, девочки мои, двое. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Второй вибрирует. Второй мне прямо в сердце. Вариант. Правильно вибрирует, девочки. Рыцарь у вас тут вибрирует. Что тебя ждет в любви? Рыцарь, девочки, выпадает, да? Если кто-то ждет какое-то толковое знакомство в ближайшее время, это встреча на воздухе. Это будет у вас встреча в реале. То есть, например, если вы сидите дома и ждете мужчину, советую вам зарегистрироваться на сайтах знакомств, девочки, их много, Тиндер и Баду, Мамбы и все остальное. Как это еще сайт называется? Подождите, я забыла. Love Planet.ru есть еще. И еще есть такой сайт. Оранжевый какой-то. Короче, зарегистрируйтесь везде. Выставите свои фотки, девочки, и сидите. Потому что тут идет встреча с мужчиной на воздухе, на нейтральной территории. Да? Мужчина, который говорит какими-то умными словами. Это как свежий воздух. Если вы свободны, почему бы и нет, девочки? Но если вы не свободны и вам выпал этот мужчина, давайте его просто больше раскроем. Сила. Вот видите, я вам говорю, идите на свидание по-любому, девочки. Просто идите.
Даже если вы замужем и все остальное. Там, может быть, эта встреча не будет предполагать любовную встречу. Вас никто не будет тянуть в эту, знаете, в съемную квартиру на грязный матрас. Но тут идет мужчина, с которым обязательно надо встретиться. И обязательно встречу назначайте на улице. Не в кафе где-то, не в доме и все остальное. Потому что, во-первых, идут важные слова в вашу сторону. И идет обогащение вас. Вы как обогащенный, девочки, уран. Понимаете, становитесь термоядерной такой. Вам эта встреча нужна. Встреча с мужчиной на свежем воздухе у вас, девочки, идет. Так, а давайте посмотрим. Да, вот если, кстати, вот насчет своих мужчин, да, хотите улучшить с ним отношения, девочки, а тут 11-й старший аркан силы, да, не ждите его дома, встречайте его на улицу. С собакой вышли погулять, с кота взяли на руки, пошли погуляли, да, сами вышли, типа с магазина, встречайте его на улице. Чем больше вы его сейчас на улице будете, своего мужчину встречать, да, тем лучше будут ваши отношения. Вот как ни странно, у вас вот это работает. Давайте посмотрим еще, что ждет тебя в любви сейчас. Не просто тут я так распрягалась. 15-й старший аркан дьявола и силы выпал вам, дорогие мои. Выходим на воздух, девочки. Выходим на свидание с мужчинами. Причем, вот как выглядит этот мужчина. Смотрите, да. Я вам говорю, выходите на воздух с ним. Все ваши замечательные отношения, которые дальше будут складываться хорошо, это те, которые будут на воздухе. Вам нужны прогулки и разговоры, потому что вот эти разговоры с мужчинами, они вот реально как-то на вас влияют. Это даже не просто разговоры. Когда мужчина говорит, а вы поменьше трындетичите, девочки, да, послушайте, что он будет говорить. Это сродни даже вот какого-то заговора. То есть, если вы будете наблюдательны и будете сейчас прохаживаться с мужчиной туда-сюда, да, и выгуливать спаниеля, либо кота Мартина, да, или просто. И вот обращайте внимание на его монологи, потому что какой-то такой длинный его монолог, он сродни какого-то заговора, который очень сильно будет касаться вашей жизни. И вам предлагается его выслушать, понимаете, чтобы вот это, как за вас молится все равно, понимаете? Вот рядом идет человек и молится за вас, да, и вот это вот какая-то благодатная на вас пойдет, благодатный монолог девочки-мужчины. Как бы это странно ни звучало, но прислушайтесь. Как мужчина понесет, может, это будет с бытом, с автомобилем связано, все остальное, но это будет какой-то, может, песенку он вам споет какую-то. Это будет определенный триггер, который запустит именно в глубине вас, девочки, да. Молитва от дьявола, которую поет вам мужчина во грехе. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть это не молитва в религиозном эгрегоре, когда за вас молится, например, аскет, да, монах, или служитель культа какого-то. Это вам надо, чтобы... Тут дьявол, как он молится? Он же тоже молится, да? И он молится устами совершенно не ангелов, понимаете? Он молится устами вот этого греховного мужчины. И это касается вашей любви, да? Что тебя ждет в любви сейчас? Мужчина будет произносить монолог в твою сторону, отвлекать его нельзя, пусть выскажется полностью все, что он думает, девочки, да, и вы заметите какую-то, возможно, певучесть, какие-то необычные слова, вы заметите какой-то новый смысл в словах, на которые вы не обращали внимания, да, а вот от этой молитвы, в кавычках, может быть, а может и не в кавычках, девочки, вы много... Оно как катит, ну, холодной водой или горячей, девочки. Короче, что-то такое вот будет на вас влияние такого мужчины. Мужчины в блуде, мужчины во грехе. То есть обычного мирского мужчины. Молитва за вас.
А к чему я это говорю, да, что это за молитва? Там будут какие-то такие сокровенные слова, что у вас может, как говорится, подшерсток дыбом стать, потому что там будет какое-то предрекание вашего будущего, либо замаливание вашего греха. И вот, вот в этом идет мужская любовь к вам, понимаете? Мы гадаем на тему, что тебя ждет в любви, и тебе вот сейчас карты говорят, если уже сказать прям другими словами, да, идет мужчина, обычный, стандартный, с грехами, гетеросексуальный, который хочет, да, тебя, и он за тебя помолится на своем языке. И он-то помолится, а ты, и дьявол тебе здесь даст силу. Понимайте, как хотите, девочки. Это прям, знаете, вот предрешение будущего, ближайшего будущего. Так что обращайте внимание, дайте мужчинам высказываться. Там будет очень такое что-то связано с вашей энергией. Вот вам прям, знаете, как сойдет что-то. Может, того, чего вы давно хотите, девочки, да? Может, какое-то предупреждение будет, да? Вам мужчина все расскажет. Вот на воздухе, не забывайте. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим, что тебя ждет в любви сейчас. А в любви, девочки, я вам скажу так, секс вас ожидает проникновение, у вас будет интим. Причем мужчина, который очень давно вас как-то хочет, просто охотится на вас, секс, я советую вам дать. Тот мужчина, который будет к вам подкатывать, девочки, он может подкатывать даже где-то вяло с вами или еще что. Ну, короче, у вас выпадает огненный туз. Это у вас будет секс с проникновением, можно так сказать. Может, у кого-то лишение девственности, у кого-то до вас доберется тот мужчина, которому вы долго не давались, да, и он так с жаждой будет вас. Да, девочки, смотрите, и кубковый еще выпал. О, это секс. Это секс, соитие с кубковым червоным королем вас ждет. Девочки, не отталкивайте сейчас мужчин. Даже, смотрите, тут бывают такие случаи, когда мы хотим кого-то, а кого-то не хотим. Но сидим иногда в каких-то компаниях, винчик попиваем или еще что-то, да. И дело в том, что вот этого короля кубкового, да, а, вам надо просто расслабиться. Просто расслабиться и получать удовольствие, девочки, да. То есть вот когда вас манят, соглашайтесь, вам от этого худо не будет, девочки. Ваша честь никак не пострадает, потому что это будет интим с королем. Если вы тут замужняя у нас, девочки, и любите своего мужа, да, а у кого-то, кстати, это новый любовник, может быть, но если кто не собирается изменять и все остальное, да, это повышение сексуального либидо у вашего мужчины. Либо, девочки, не совсем у вашего, да, то есть к вам прям я горю как огонь, как этот Слава Мэрлоу поет, да, ты горишь как огонь. Так вот, мужчина горит вообще очень сильно к вам. Что это за мужчина, девочки? Увидите, потому что он прям будет, знаете, нагнетать обстановку, чтобы вас поиметь. Но ему это пипец как надо, да. А это король. То есть король, он, как говорится, он не бросит вас на полпути, да. Этот мужчина, который уважительно относится к женщине. Так что, в принципе, девочки, удовольствия много вам сулят здесь карты. Еще и двойка. Создание пары у кого-то. Либо... Ну, короче, много интима, девочки, у вас ожидает. С королем, одни кубковые карты. Что тебя ждет в любви сейчас? Блин, выпал у нас тут. Знаете что, девочки? Тут кто-то из вас может работать в сфере либо эскорта, либо там еще чего-то, да. И я вам скажу, что может быть, да, кому-то здесь это будет неприятно слышать, да, но, девочки, выпали такие блянские карты. Ну, в плане том, что здесь может быть где-то как интим,
и плата за это, интим и плата за это, интим и плата за это, да. То есть почему-то, вот я бы даже сказала в очень грубой бы форме, да, что вы можете этим зарабатывать. И да, если тебе 60 лет, то ты тоже эскортница. Да, мы тут все сидим, девочки, да, и мужчину мы тоже все хотим хорошего, богатого и классного, да, и чтобы он еще деньги давал. А у тебя, получается, за секс еще идет и предложение, открытый денежный канал после секса. Понимаешь, к чему я ему говорю? И есть такие успешные, например, проститутки или эскортницы, там, или кто вот древнейшей этой профессией занимается, да, и у одних растет кокос, а у других не растет, да. Так вот, ты относишься к тем женщинам, которым хочется даже и денег дать после этого, девочки. А вы можете вот просто конкретно не брать. А я вам советую не то, что деньгами брать, но еще и чем-то другим. Кольцами, девочки, сережками, цепочками, да. Почему бы и нет? Если мужчина хочет вас взять, почему бы не взять что-то с этого мужчины? И я вам скажу, что я, например, не стесняюсь совершенно, это практикую, да. Я себе заказала сейчас новое кольцо, как мне мой говорит, что в ломбард сдать кольцо, как вообще там типа копейки за него получишь. И говорю, так надо дарить, может быть, такие кольца, чтобы в ломбарде ни копейки за это получать. Так что давай, дорогой мой, сейчас будешь это отрабатывать мне с многими нулями какое-нибудь кольцо. Все, пошел работать, согласился, девочки. Так что все, вот берите подарки за интим. Да, правда жизни, девочки. Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, что тебя ждет в любви сейчас. Что тебя ждет в любви сейчас? Ждет какое-то расставание, либо ссора с мужчиной, да? То есть какой-то неприятный разговор. Это может быть ревность, желание там мужчину этого прощупать, либо он тебя где-то заметит с чем-то за переписками. То есть может быть какое-то выяснение отношений, да? Что-то такое не очень сейчас в ближайшее время. Да, и еще и разбитое сердце у кого-то будет. Кто-то выйдет за рамки дозволенного. Либо ты выйдешь за рамки дозволенного, либо твой мужчина. Будет какое-то действие, которое совершенно не будет нравиться. Либо тебе, либо ему. И поэтому вы как-то, знаете, повздорите, девочки. Но выпадает вам влюбленные. У вас, девочки, на пороге либо это смена отношений действительно идет, да, либо, мои дорогие, вот как раз-таки вот, знаете, идет сейчас 21 год, когда мы гадаем, но такое ощущение, что вот-вот у вас будет какая-то шестой старший аркан и колесница, кармическая смена ваших любовных отношений. Это могут быть расставлены все точки над «и». Вы вообще не переживайте, если с вашей жизни уходит какой-нибудь мужик, да. Просто дали ему, взяли платок, девочки, вот обычный носовой платок, да, усыпанный своими слезами, положили туда булочку с повидлом и отправили нахер любого такого человека, мужчину, который, в принципе, с вами был и от вас хочет уйти. Так что тут идет это закрытие каких-то недоотношений, которые у вас были, выяснение отношений, какие-то придирки могут быть и все остальное. Но ко всему прочему, я так скажу, не особо хороший период в любви сейчас ожидается, вот прям месяцок, да, но потом вам выпадает этот шестой старший аркан. Это по ощущениям, как будто вы были под водой, вам не хватало воздуха, на вас все давило, что-то было все не так и все остальное, и вдруг вы вверх начинаете всплывать, и на поверхности, да, и дышите вот этой вот полной грудью, и на вас ничего не давит, да, и вот такое чувство огромного облегчения, чего-то классного. У вас, девочки, это ожидается. До лета
следующего года вот прям вообще смените. Вот то, что вы сегодняшний день, да, вы те отношения, которые есть, или там какие-то неурядицы, вот то, что у вас сейчас, вы через год уже будете, знаете, вспоминать, как будто и ничего и не было. Да, то есть возможно, либо вы с этим мужчиной сойдетесь, девочки, с каким-то, с которым вы сейчас встречаетесь, у вас все хорошо. Но если у вас не будет ссор, тут будут расставляться в ближайшие вот месяц, максимум полтора. Все точки над «и» будут расставляться в ваших отношениях. А потом уже будет, знаете, такое вот движение поступательное к тому, к чему надо. И до лета следующего года, 2021, да, но если вы, девочки, выбрали этот расклад в другое время, вот имейте в виду, что вот где-то вот календарный год должен пройти. И у вас вы как другая будете, и в другом статусе. И облегченное, красивое что-то у вас будет насчет любви. Если кто-то думает, что он никогда не найдет свою любовь, что жизнь говно и все остальное, нет, девочки, будет на вашей стороне праздник, он уже читается на картах. Что тебя ждет в любви сейчас, да? И говорю про праздники, вам выпала Destiny. Судьба, девочки, выпала вам, карта судьбы. У вас уже судьба сейчас читается. И знаете, это как в космосе. Сжимается, сжимается, сжимается явление новой звезды, да, потом происходит взрыв, и получается новая суперстар, звезда. Так это про вас, девочки. Вот эти вот моменты не очень хорошие, жизненные, они должны пройти. Вы должны где-то свое проплакать, проистерить, и все у вас будет хорошо. Идет к вам новая судьба. Новая судьба, девочки, идет в любви. Новая судьба в любви — это не всегда новый мужчина. Это новые отношения даже с каким-то мужчиной, девочки, с вашим, не с вашим. Но точки над «и» будут расставляться болезненно. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вот такой вот расклад у нас сегодня с вами был. Что тебя ждет в любви сейчас. Люблю вас, целую, обнимаю. Держу за вас пальчики. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть никто вас не глазит. Пусть у вас будет красивая любовь с сердечком. Пока-пока, любимки.